Привет всем! Я рада видеть вас на своем канале, и в этом видео я хочу научить вас вязать узор паркет по кругу и без швов из трикотажной пряжи. Но на самом деле, конечно, его можно вязать из чего угодно, из трикотажной пряжи, из шнура. В общем, из чего захотите, с тобой вяжите. У меня уже заготовлен небольшой круг из трикотажной пряжи. Вязать я буду крючком номер 8. В моем круге 5 рядов. По краю последнего ряда идет обвязка из соединительных петель. И этот круг связан методом бесшовного вязания хвостиком. Именно этот метод позволяет добиться бесшовного соединения этого узора паркет. Если вы еще не вяжете этим методом, и он для вас новый, то переходите вот сюда по подсказке, либо заглядывайте в описание к этому видео, там будет полное описание этого метода бесшовного вязания хвостиком. А я иду дальше. Смотрите, у меня вот такая заготовка. У нее одна нить относительно короткая, то есть здесь сантиметров 50, и вторая нить, она идет от клубка. У меня такой небольшой клубочек. Та нить, которая идет от клубка, это основная нить. Та нить, которая всего метр, это хвостик. И когда вы закончите вязать свое донышко, у вас должно получиться примерно вот так. Так же, как и у меня. Перехожу сразу к первому ряду этого узора. Первый ряд, он же переходный ряд с донышка на стеночки. Вставляю крючок в косичку и в перемычку. Подхватываю рабочую нить. Когда у меня на петле, на крючке одна петля, я вставляю крючок в следующую косичку и снова в перемычку. Снова подхватываю рабочую нить. Теперь у меня на крючке 2 петли. Я провязываю их вместе. В данном узоре 2 петли вместе. В начале это будет подъемная петля для этого узора. Далее я вставляю крючок во вторую петлю из моих 2 уже провязанных и возвращаю его в следующую косичку, перемычку. Подхватываю рабочую нить, вывожу петлю и провязываю все петли, которые у меня на крючке, вместе. То есть получается, я как бы сделала самый обычный столбик без накида, но при этом прицепилась к предыдущей петле. Продолжаю так вязать до конца ряда. Снова крючок в столбик, в ножку предыдущей петли, в косичку, в перемычку, подхватываю рабочую нить, все петли на крючке провязываю вместе. Давайте повторим еще раз. В петлю, в косичку, в перемычку, подхватываю рабочую нить, провязываю петли вместе. Опять в петлю, косичку, в перемычку и все петли вместе. Продолжаю так до конца ряда. Увидимся вот здесь, где я покажу вам, как соединять этот узор бесшовный. Итак, смотрите, я дохожу до конца ряда, и последнюю петлю нужно будет сделать вот в эту точку. То есть, видите, в следующую у меня уже начинается, начало ряда начинается, а вот эта точка будет последней. Снова вставляю крючок в петлю предыдущего шага, потом в косичку, в перемычку, подхватываю рабочую нить и провязываю их. А дальше я делаю бесшовное соединение. Крючок снова вставляю сперва в петлю, точно так же, как мы его вставляли на всех предыдущих петлях.
которая является ножкой предыдущей петли. Затем, вот видите, у меня была первая подъемная петля, и я вставляю крючок в нее, вот так. Повожу хвостик. Здесь я подхватываю хвостик. Рабочую петлю я оставляю, она мне больше не нужна. Для соединения всегда используется хвостик, потому что он чуть короче. Хвостик я вывела. Ну а дальше, я думаю, вы уже догадались, нужно просто замкнуть этот ряд самым обычным соединением протяжкой. И с изнаночной стороны. Вот так вставляю крючок. Не забывайте вот сюда тоже его вставить. Подхватываю опять хвостик и подтягиваю этот ряд. Вот так бесшовно закрывается этот ряд. Вот посмотрите. Все мои петли выглядят одинаково абсолютно. При этом изнаночная сторона, если вы обратите на нее внимание, на то, как закрылся изнаночный ряд, он тоже закрылся бесшовно. Я скажу сразу, по изнанке, конечно, шов будет, потому что сейчас мы пойдем, выведем эти петли на следующий ряд, вот не петли, а нити, и хвостик, и рабочую нить, они пойдут на следующий ряд, и поэтому они сделают вот такое вот как бы пересечение этого ряда, и шов, конечно, будет на изнанке, потому что нити каждый раз вам нужно будет поднимать на следующий ряд. Но при этом, как бы вы видите, то, что ряд на изнанке тоже должен замкнуться бесшовно. У него тоже должна быть вот эта перемычка. Вот она. Таким образом вяжется нечетный ряд, то есть первый. Это был ряд первый. Дальше я перехожу к вязанию второго ряда, и я хочу, чтобы во втором ряду мои колоски были наклонены в противоположную сторону. То есть если здесь они наклонены влево, то я хочу, чтобы здесь они были наклонены вправо. И для этого следующий ряд я буду вязать по изнаночной стороне изнаночными петлями. Итак, я беру хвостик, его пока откладываю. И беру свою рабочую нить. Она идет от клубка, я напоминаю. Вставляю крючок с изнаночной стороны в ту петлю, которая у меня, видите, замкнута хвостиком. Если я тяну за хвостик, эта петля, ну вот она тянется, вы ее легко найдете. Вставляю в эту петлю и еще вот сюда, вот под эту перемычку. Вот так. Дальше подхватываю рабочую нить и делаю одну петлю. Неправильно я подхватила рабочую нить. Рабочую нить нужно подхватывать, как бы накручивая. Накручивая нить на крючок. Смотрите еще раз. Когда я вставляю крючок с лицевой стороны на изнанку, если я просто крючком подхвачу рабочую нить, то она на крючке у меня получится перевитая. Ее нужно будет переворачивать. Поэтому давайте сразу правильно подхватывать рабочую нить. У нас тогда сэкономится время и количество движений. То есть я делаю вот такое движение. Да, вот такое движение я делаю крючком. Дальше, смотрите, опять крючок в следующую точку, косичку и вот в эту перемычку тоже не забывайте ее подхватывать. Снова делаю круговое движение крючком, вывожу, и когда у меня две нити, это получается подъемный столбик, я провязываю их вместе. Здесь все то же самое почти, что в предыдущем ряду. Единственное, что мы будем вязать изнаночные столбики без накида. Но точно так же вставляю крючок во вторую петлю предыдущего шага и в само изделие в косичку, в перемычку, и подхватываю рабочую нить, провязываю все вместе. Опять в косичку предыдущего шага, в косичку, в перемычку на полотне, подхватываю рабочую нить и провязываю все петли вместе. Давайте еще раз повторю. Подхватила я косичку предыдущего шага, ножку
затем в изделие, в косичку, в перемычку, вывожу и провязываю вместе. В петлю предыдущего шага, в косичку, в перемычку, отхватываю рабочую нить, вывожу, провязываю вместе. Продолжаю так до конца ряда. Опять я подхожу к концу ряда. Смотрите, мне нужно сделать еще одну петлю вот в эту точку. В следующую точку у меня уже начинается мой ряд. У меня сюда сделана первая подъемная петля. Для того, чтобы вам не наделать здесь в конце ряда лишних петель. Снова вставляю крючок в ножку предыдущей петли, затем в косичку, в перемычку, вывожу рабочую нить и провязываю. Все остальные движения я буду снова делать хвостиком. Дальше пойдет только соединение. Крючок в ножку предыдущей петли. Вот сюда. Вот она. И вот сюда, в косичку первой петли. Вот так. Вот такая получается у меня конструкция. Подхватываю рабочую нитку. Не рабочую нитку, хвостик, конечно же, подхватываю. Он короткий, он всего метр, вот, ну, уже сантиметров 50. Вывожу хвостик. И дальше мне остается лишь соединить этот ряд с помощью протяжки. Это довольно простое традиционное соединение. Надеюсь, оно вам давно известно. Под первую горизонтальную я вставила крючок. Вот. Так, у меня идет хвостик. Подхватываю хвостик и дальше вывожу его наизнанку, в ту точку, откуда он выходит. То есть мне нужно крючок вставить еще раз в перемычку и в косичку. Так, подхватываю хвостик. Ну и подтягиваю все по размеру остальных петель. Должно получиться вот так. Итак, первые два ряда узора у меня готовы. Смотрите, следующий ряд пойдет опять нечетный. Он, соответственно, будет по лицевой стороне. Снова отбрасываю хвостик, он мне пока не нужен. И принимаюсь за работу рабочей нитью. Точно так же нахожу петлю, которая соединительная. Вот видите, хвостик ее тянет. И уже начинаю работу по лицевой стороне, аналогично первому ряду. Естественно, я вам покажу, что здесь нужно вставлять тоже крючок не только в косичку, но не забывайте про эту перемычку. Это как бы не совсем обязательный элемент, просто иначе, мне кажется, узор будет чуть выше, и он не такой красивый становится на трикотажной пряже. Он как бы, вот эти вот колоски не так друг к другу близко располагаются. Итак, я вставила крючок, косичку, в перемычку, делаю первую подъемную петлю, затем в следующую косичку и перемычку. Не забывайте, вот, что на изнанке тоже нужно выводить крючок в перемычку. Опять, точно так же, как и в первом нечетном ряду, первые две петли мы просто провязываем вместе. Дальше вставляю крючок во вторую из этих петель, косичку, перемычку, вывожу нить и провязываю 3 петли вместе. Опять во вторую из этих петель, косичку, перемычку и провязываю петли вместе. Еще один небольшой совет. Если вы хотите, чтобы ваша нить ложилась в узоре не изнаночной стороной наружу, вот как у меня здесь получилось, а получилось лицевой стороной, то есть чтобы вот этот вот разрез был там, внутри вязания, тогда вы кладете свою рабочую нить, которую вы вяжете, вот этим разрезом сверху, разрезом на палец. И тогда, когда вы провязываете обычные столбики, делаете обычные петли, видите, петля на крючок ложится гладкой стороной снаружи, а разрезом внутри.
Но это уже как бы такой больше эстетический момент. Если вам это нужно, то, конечно, следите за тем, как ваша нить лежит на вашем пальце. Если нет, то просто вяжите до конца ряда этим узором. А в конце ряда сделаем бесшовное соединение. Итак, наверное, вязание образца я на этом закончу, и я покажу вам, как смотрится этот узор в уже готовом большом изделии. Смотрите, у меня есть вот такая сумка. Она полностью связана этим узором. Шов проходит вот здесь. Я, наверное, вам покажу его с изнанки. С изнанки-то его видно. Угу, показала. Ну, в общем, с изнанки тоже просто темно и не видно, но шов проходит вот так. То есть вот по этой стенке у меня идет шов, он вот здесь. Вот он, да. Но на самом деле его совсем незаметно, потому что петли все-таки лежат одинаково, и что в самом изделии, что в тех петлях, которые являются соединителями. Единственное, что по изнанке проходят дополнительные нити, поэтому шов немножко выделяется. Но с помощью утюга, когда вы свяжете какое-то свое большое изделие этим узором, с помощью утюга вы легко все разгладите. Вот смотрите, я погладила сумку, когда я ее только связала, здесь можно было еще что-то обнаружить, а вот после глажки я даже сама не нашла место, где находится шов. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, что оно вас научило чему-то новому и чему-то интересному. Если это так, то не забудьте поставить ему лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока!